Что же на самом деле происходило между Чингуком и Теоном все это время? Почему заявление самого близкого к Чингуку человека опровергает все предположения, скрывавшиеся за их улыбками и дружбой? Может, что-то скрывалось все это время? Вы не поверите, что только что выяснилось. Не забудьте оставить свои комментарии, поставить лайк, если вы удивлены, и подписаться, чтобы не пропустить следующую главу. Эта история еще не закончена. Кто бы мог подумать, что короткая фраза от биологической матери Чингука разожжет пламя в Эйаре-Мой, привыкших жить среди слухов? Но что, если это не просто мнение? Что, если эта фраза исходит из самых честных побуждений, от матери, которая видела, слышала и чувствовала больше, чем кто-либо другой? И еще более удивительно, почему речь идет о Тэйоне. Утро началось как обычно, без каких-либо признаков того, что мир изменится всего за несколько часов. На крупнейшей в Южной Корее платформе для фанатов небольшой пост от человека, утверждающего, что он дальний родственник семьи Чингука, стал первой искрой, вызвавшей волну возмущения. Думаете, вы знаете об их родстве? Подождите, пока услышите, что на самом деле сказала его собственная мать. Многие проигнорировали это. Как всегда, Эйаре-Мой уже слишком привыкли к спонтанным сенсациям. Однако всего через несколько часов короткий видеоролик, менее 30 секунд, начал распространяться по различным форумам, а затем неконтролируемо взорвался в Twitter, X, TikTok и Instagram. На видео женщина средних лет, предположительно мать Чингука, сидит в скромной комнате и тихо разговаривает. На заднем плане – гостиная в Пусане. И самое удивительное – не место, а содержание ее речи. «Он не просто друг», – тихо, но твердо сказала она. «Я знаю это давно». То, как он смотрит на Тэйона, это не то, как друг смотрит на своего друга. Вскоре этот фрагмент предложения был проанализирован тысячами людей. Пользователи сети замедлили видео, проанализировали язык ее тела, приблизили изображение ее лица и сравнили ее голос со старыми записями семейных моментов со времен дебюта Чингука. Не было никаких сомнений, это был ее настоящий голос, и это была его мать. Внезапно все, казалось, изменилось. Предложение, которое может показаться простым, несет в себе груз истории отношений двух участников BTS, которых чаще всего ассоциируют с ними фанаты. Годами фанаты спорили, были ли Чингук и Тэйон просто лучшими друзьями или чем-то большим. Их моменты, запечатленные на камеру, долгие взгляды, глубокое молчание, теплые прикосновения – все это время воспринимались лишь как форма крепкой дружбы. Но теперь, после многих лет фанатских теорий, фигура матери, которая никогда особо не общалась с публикой, внезапно делает заявление, содержащее больше смысла, чем десятилетние предположения. Все стало слишком по-другому. Репортеры начали штурмовать дом в Пусане, который тщательно охранялся от посторонних глаз. Однако ответа не последовало. Никаких разъяснений от Чингука. Никаких заявлений от HYBE. Только тишина. И из этой тишины возникли еще более громкие вопросы. Почему мать Чингука сказала это сейчас? Это сделано намеренно. Ей надоело наблюдать, как ее сын продолжает притворяться? Или это просто преднамеренный сигнал, чтобы мир знал, что есть вещи, которые чрезмерно оберегались? Некоторые старшие фанаты пытались успокоить ситуацию. Это, вероятно, просто личное мнение, написал давний сторонник теории заговора среди Эйаре-Мой. Но такие комментарии затерялись среди тысяч эмоциональных постов. Немало написали, мы всегда знали, но у нас никогда не было подтверждения. И теперь этот фрагмент видео стал своего рода неопровержимым доказательством. Аккаунт, известный своими цифровыми расследованиями взаимодействия к поп-айдолов, опубликовал интересную хронологию, видеозапись общения Тэйона и Чингука, собранные с 2013 по 2023 год, с подписями, указывающими на время и настроение. Некоторые моменты, которые раньше считали забавными или обыденными, теперь воспринимаются по-другому. Например, когда за кулисами Чингук стоял в углу, глядя на Тэйона, который смеялся вместе с другими участниками, или когда Тэйон внезапно обнял Чингука на сцене, а тот выглядел напряженным, но затем на мгновение закрыл глаза, словно борясь с чем-то, что публика не хочет знать.
Это скрытая любовь или давление со стороны индустрии, не оставляющее места для честности? Агентство HYBE, представляющее BTS, хранит молчание. Официального заявления нет, но молчание тех, кто обычно очень быстро реагирует на подобные вопросы, делает все еще более подозрительным. Почему бы не поспорить? Почему бы не дать разъяснение, чтобы сохранить имидж своих кумиров? Почему именно эта новость распространяется бесконтрольно? Несколько крупных СМИ начали проводить расследование. Они откопали старые интервью, включая фрагменты документальных фильмов о BTS, выпущенных на стриминговых платформах. В одном из интервью 2020 года, когда Чингука спросили о значении дружбы, он долго молчал, прежде чем ответить: «Иногда ты не можешь объяснить, почему тебе комфортно с кем-то. Иногда ты просто знаешь, что это твой дом». В то время эта фраза казалась милой, но теперь, в свете заявления его матери, ее смысл звучит гораздо серьезнее. Наиболее поразительной была реакция ARMY International на различных форумах Reddit, YouTube и Discord. Дискуссия разделилась на два лагеря. Одна сторона считает, что правда наконец-то всплывает на поверхность, а другая считает, что этот вопрос слишком деликатный и должен быть защищен ради сохранения частной жизни обоих айдолов. Однако все сходятся во мнении, что-то действительно происходит, и никто не станет спорить с тем, что мать Чингука открыла дверь, которая до этого была плотно закрыта. Также наблюдалась эмоциональная реакция со стороны зарубежных фанатов, особенно из Латинской Америки и Европы, которые с увлечением и надеждой следили за развитием отношений Тэ-Кук, так в фандоме называют Чингука и Тэйона. Они написали открытое письмо в HYBE, требуя ясности и прозрачности. «Мы не дети», — написал один из многочисленных фанатов испанского происхождения. «Мы знаем, что видели все это время, и просто хотим знать, счастливы ли они». Между тем, некоторые фанаты признались, что, словно пересмотрев весь путь BTS, посмотрели на него по-новому, все записи, все моменты на сцене и за кулисами, все маленькие взаимодействия. Это было похоже на пазл, который можно было собрать только после заявления матери, никогда не стремившейся к вниманию публики. И все же, среди всего этого хаоса, один вопрос остается без ответа. Если правда, что Чингук испытывает особые чувства к Тэйону, то что же происходило все это время? Почему они никогда не признавались? Выбирают ли они молчание, чтобы защитить друг друга? Или же на них оказывается большее давление, заставляющее продолжать играть роли? И что еще удивительнее, знает ли об этом Тэйон? Поздно вечером на Уиверс появился новый пост. Не от Чингука, не от Тэйона, а от Джина, самого старшего участника BTS, который в настоящее время проходит военную службу. Некоторые вещи нельзя объяснить словами, но их можно увидеть, если достаточно чутко к ним отнестись. Это сообщение оставило всех безмольными. Поддержка. Завуалированное подтверждение. Той ночью мир ARMY не спал. Тысячи глаз бодрствовали, пересматривая короткое видео госпожи Чингук, которое теперь переведено более чем на 40 языков. Каждая секунда анализируется. Каждая интонация изучается. Каждое выражение лица становится предметом обсуждения. И посреди всей этой тишины стало ясно одно: все хотят знать одно: кто снял это видео с матерью Чингука? Как могло что-то настолько личное, настолько деликатное, внезапно так широко распространиться в интернете без фильтров, без цензуры и без предупреждения со стороны кого бы то ни было? Этот вопрос разгорелся в онлайн-сообществе. Но что еще больше запутало ситуацию, так это то, что HYBE по-прежнему ничего не сказали. В тот вечер атмосфера была не просто накаленной, она превратилась в тлеющие угли, готовые сжечь любого, кто попытается ее скрыть. Фанаты, привыкшие быть преданными наблюдателями за каждым шагом BTS, теперь стали исследователями. Некоторые ARMY-аккаунты, занимающиеся расследованиями, даже начали анализировать отражение предметов в глазах матери Чингука на видео, пытаясь найти подсказки о том, кто сидел напротив нее, когда она говорила. Один аккаунт из Кореи опубликовал результат увеличения изображения. Вы видите маленькое зеркало позади нее, там силуэт. Похоже, это не член семьи. Комментарии вызвали новую волну предположений. Кто-то из вне дома намеренно записал этот частный разговор?
Или это предательство изнутри? А затем, в 2 часа 14 минут утра, аккаунт в Твиттере с ником собака Трудхефромитхин опубликовал серию из 10 твитов. У аккаунта и до этого было немного подписчиков, но содержание изменило все. Хотите знать, кто снимает? Я там был и видел достаточно лжи. В серии объяснялось, что видео было снято во время небольшого визита одного из старых знакомых семьи Чингука, который сейчас работает внештатным журналистом. Изначально чат был приватным, но когда мать начала рассказывать о детстве Чингука и о том, как его отношения с Теоном незаметно развивались на протяжении многих лет, тот, кто снимал, имя которого не разглашается, без разрешения и без сценария включил камеру своего телефона. Без цензуры. «Я не могу молчать», — написал аккаунт. Они продолжают притворяться на публике, но вы все заслуживаете знать, кто такой Чингук на самом деле. Не ради сенсации, а ради честности. Однако многие в это не верят. Действительно ли это был кто-то из ближайшего окружения? Почему вдруг именно сейчас? И что еще более подозрительно, кто настоящий владелец аккаунта? Некоторые считают, что это всего лишь отвлекающий маневр. Другие утверждают, что это могла быть хорошо спланированная стратегия, возможно, даже со стороны конкурентов к поп-индустрии. Но кто осмелится тронуть BTS, группу с самой преданной фанатской базой в мире? HYBE, известная своей строгой защитой частной жизни своих артистов, похоже, потеряла контроль. Обычно они реагируют на вирусные сообщения всего за несколько часов. Однако на этот раз прошло 24 часа, и никаких разъяснений не последовало. Вместо этого официальный аккаунт BTS на Weverse начал заполняться комментариями со всего мира. Тысячи фанатов писали один и тот же вопрос: «Это правда?». Несколько крупных фан-аккаунтов пытались связаться с представителями HYBE по официальной электронной почте, но не получили ответа. Бывший сотрудник агентства, имя которого не разглашается, сообщил местным СМИ, что в штаб-квартире HYBE объявлена чрезвычайная ситуация. Он рассказал, что руководство проводит интенсивные совещания и находится в состоянии коммуникационного кризиса, поскольку видео может повлиять на рекламные кампании, контракты с брендами и глобальные соглашения. Однако это еще не все. Через час после того, как видео стало вирусным, старый аккаунт, работавший фотографом тура BTS в 2019 году, опубликовал нечто еще более шокирующее. Помните тур Love Yourself в Париже? Однажды вечером участники вернулись в отель. Тэйон и Чингук пропали более чем на 3 часа. Мы думали, что они пойдут покупать еду, но теперь я снова сомневаюсь. Они вернулись с покрасневшими глазами и не сказали ни слова. Даже Джин выглядел неловко в тот вечер. Этот комментарий вызвал новую волну анализа. Фанаты начали копаться в видеозаписях и фан-камерах с европейского тура, сравнивая время выступлений с временем отъезда и возвращения участников в отеле. На старом видео с японского фан-сайта видно, как Чингук похлопывает Тэйона по плечу, после чего они вдвоем исчезают в заднем коридоре концертного зала. Раньше этот момент воспринимался как нечто само собой разумеющееся, но в нынешнем контексте он стал дополнительным доказательством, которое многих ошеломило. Все это как пазл, который все это время лежал перед нами. Но мы слишком боялись его собрать, написал один из старших фанатов из Бразилии. И теперь, после того, как одна главная часть, заявление матери, сама собой оказалась у нас в руках, все остальные части начали вставать на свои места. Тем временем в дело вмешались СМИ. Телеканалы SBS и JTBC начали проводить легкое расследование отношений между участниками BTS. Хотя это было сделано тонко и осторожно, внимание явно было сосредоточено на динамике отношений Тэйона и Чингука. В одном из эфиров эксперта по невербальной коммуникации из Сеульского университета попросили проанализировать, как они смотрели друг на друга во время группового интервью. Результат. Между ними существует очень глубокая связь, говорит эксперт, больше, чем между коллегами, даже больше, чем между братьями. С другой стороны, давление на HYBE усиливается. Некоторые спонсоры начали присылать письменные вопросы о позиции агентства по этому вопросу. Сообщается, что один мировой бренд одежды даже рассматривает возможность отложить рекламную кампанию с участием Тэйона и Чингука одновременно.
Они заявили: «Мы по-прежнему ждем ясности, чтобы не ввязываться в более крупный скандал». Однако атмосферу действительно изменило последнее сообщение Тэйона в его личном аккаунте в Instagram. Он опубликовал фотографию сумеречного неба с короткой подписью: «Есть вещи, которые больше нельзя скрывать». Фанаты были потрясены. Это своего рода признание. Это ответ на все вопросы, которые они никогда не задавали напрямую. Подпись прочитали более 20 миллионов человек за 2 часа, и она продолжает оставаться в трендах мирового уровня. Вскоре после этого Чингук удалил все свои последние посты в Instagram. Лента новостей теперь пуста, тишина. Как будто надвигается большая буря. И впервые с тех пор, как BTS взяли временный перерыв для сольных проектов и призыва в армию, атмосфера в фандоме ощущалась не как ожидание, а скорее как напряжение перед взрывом. Вопрос теперь уже не в том, правда ли это, а в том, как долго они смогут все это выдержать, прежде чем все рухнет. Или это первый шаг к чему-то, что наконец освободит их обоих? Если раньше фанаты могли только строить предположения, то теперь ситуация начала меняться в более серьезную сторону. На нервах не только фандом, за кулисами эта тревога распространилась на центр управления, известный как оплот BTS.